Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы узнаем, как легко и просто лично получить доказательства продолжения жизни после смерти биологического тела, связаться с усопшими родными и любимыми, получить от них желанную информацию об их посмертной судьбе и не стать при этом жертвой проделок злых или невежественных духов, а также глупых заблуждений, ошибок и стереотипов живущих людей. Подчеркиваю, сегодня будьте очень внимательны к тому, что я расскажу. Обязательно досмотрите это видео до самого конца и без ускоренной перемотки, так как от этого зависит успех или провал так желаемого вами обретения знаний, подтверждений и уверенности в жизни после смерти. И несмотря на то, что я употребляю термины «легко» и «просто» это получается только при наличии комплексных и системных знаний, кои мы с вами и изучаем. Приступим. Несмотря на то, что подавляющая часть общества запутана, введена в заблуждение строго ориентированными на материю невеждами, называющими себя учеными, и убеждена, что с того света еще никто не вернулся и ничего не рассказал, а значит и доказательств жизни после жизни быть не может, в реальности таковые доказательства существования потустороннего мира и выживших после смерти биологического тела личностей могут быть легко получены любым человеком посредством организации потусторонних контактов, методом телепатии, в сновидениях, посредством инструментальной транскоммуникации или сокращенно ИТК, а также установления спиритической или медиумической связи между миром живых и миром мертвых. В этом убедились как великие люди, ученые, врачи и философы, о которых мы рассказывали в предыдущих видео, так и миллионы обычных людей по всей планете, включая и вашего покорного слугу, получившего такие наглядные исчерпывающие доказательства и разместившего их в нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептика в потусторонний мир», а также некоторых видео этого канала. В сегодняшней лекции мы сосредоточимся на спиритическом способе получения доказательств и организации связи с тем светом. Этот способ реализуется по определенному алгоритму действий с соблюдением перечня обязательных условий. Для начала понадобится спиритический инструмент связи. Вертящийся стол, доска Уия, биолокационный маятник, медиумоскоп, простое блюдце с указателем и так далее. Здесь каждый выбирает то, что ему больше подходит. Наверное, многие из вас сейчас удивятся, но это еще не главное. Самое важное вот что. Первым и самым важным элементом и условием установления связи с тем светом является наличие медиумизма у одного из участников эксперимента. Медиумизм – это внечувственная или экстрасенсорная способность воплощенного в тело человека вступать во взаимодействие с духами и выступать посредником, проводником между мирами живых и мертвых посредством осознанных или неосознанных действий. Носитель медиумизма, соответственно, является медиумом. Зачаточный медиумизм свойственен вообще всем без исключения живущим. Это наша обычная способность, такая же, как умение говорить или мыслить. Считается, что в нынешнее время каждый четвертый обладает уровнем медиумизма, достаточным для организации видимых проявлений духов и установления связи с загробным миром. Это много. И все же каждый четвертый – это не каждый первый. И чтобы связь была успешно и гарантированно установлена, такого человека нужно отыскать посредством перебора участников эксперимента, подключения их к опыту и отключения от него.
Идеальный вариант – это когда медиумом оказывается сам желающий установить связь, и ему для общения с мертвыми больше не нужен никто. Но в силу разных причин так случается далеко не всегда. У меня, например, не хватает собственного медиумизма для организации прямого контакта без привлечения посредника. А любое посредничество я убежденно не люблю. И моим родным духам пришлось изрядно потрудиться и отыскать другие, неочевидные способы, чтобы доставить до меня их послания и доказательства с того света, которые я показывал в других видео и наших книгах цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». В итоге, некоторое время спустя, мы определили наиболее рабочий и эффективный в моем случае способ связи – через сны. И с тех пор встречаемся и ведем общение в основном именно там. Но об этом подробнее в другой раз. Сейчас же продолжим начатую тему. Когда указанный медиум обнаружен и подключен к участию в эксперименте по установлению связи, обязательно начнутся проявления влияния духов. Инструмент связи будет показывать их в виде вибраций, стуков, указывания букв, слов и так далее. А значит, связь с тем светом может быть установлена. Открывается возможность сообщения с развоплощенными духами и получения информации с той стороны. Проводить эксперимент следует минимум вдвоем, максимум втроем-вчетвером. Большее количество участников ведет к большему же количеству психических помех, создаваемых их собственными сознаниями, что затрудняет проведение эксперимента и снижает достоверность его результатов. Теперь следующий критически важный момент. К сожалению, как и в любом другом случае, который требует разумного подхода к проведению эксперимента, организации соответствующих условий и техники безопасности, установление связи между измерениями в основном осуществляется людьми на бытовом уровне бездумно, с грубейшими ошибками, ведущими к неудачам в экспериментах, получению неудовлетворительного или недостаточно удовлетворительного результата, и даже последующими проблемами с психикой. Люди со своих кухонь при помощи наспех сделанных или купленных спиритических инструментов, вроде так называемой доски Уиджа, в большинстве случаев действуют без знаний, вызывают дух Пушкина, Есенина, Майкла Джексона или на худой конец Сталина, вступают с ними в общение, а затем удивляются, почему с той стороны до них доносится какой-то бред, ругань, матерные слова или просто откровенный вздор. Ведь такие великие личности должны бы предсказывать будущее, раскрывать все секреты того света, сыпать велеречивыми фразами и учить высоким откровениям. Вопросы на таких бытовых кухонных сеансах также не блещут оригинальностью и умом. Живые в основном спрашивают мертвых о будущем, о женихах и невестах, выигрышах в лотерею, получении повышения на работе, сдадут или не сдадут они завтрашний экзамен и прочие глупости, дать вразумительные ответы, на которые духи не способны, поскольку некомпетентны в них. Либо дают, но, разумеется, ошибаются, потому что в этом смысле они имеют возможности ничуть не больше, чем живые. Следовательно, раз дух Пушкина не смог предсказать мне будущее, думают живые инициаторы связи с загробным миром, никакой жизни после смерти нет. Все эти явления что-то непонятное, но точно нереальное и уж совершенно точно ничего не доказывающее. Такие выводы – чепуха, порожденная невежеством общества, его необразованностью и нежеланием разобраться в вопросе, научиться правильному обращению с инструментом, поднять литературу, внимательно ознакомиться с ней, а также опошлением и приземлением всего, к чему прикасается внушительная часть этого общества, и извечным русским подходом, увековеченным еще в популярном советском мультике «И так сойдет». Чтобы установить связь между мирами при помощи медиумоскопа или спиритической доски, недостаточно просто купить ее, воссесть в гордом одиночестве в темной кухне и начать двигать планшеткой, взывая к духу Элвиса Пресли с вопросом о том, удастся ли на следующей неделе встретить своего суженого или, по крайней мере, получить премию на работе.
Это невероятно низменное и пошлое понимание процесса взаимодействия между мирами, дающее и соответствующий результат. Остается только удивляться этой страсти к вызовам звезд, наличествующей у многих экспериментаторов. Вызвать обязательно Цезаря, Иисуса, Клеопатру, Наполеона, а еще неплохо бы Юру Шатунова и Владислава Галкина. Неужели кто-то думает, что данные личности станут вступать в общение с незнакомыми людьми лишь только потому, что перешли порог смерти? У каждого из нас есть определенный близкий круг, в котором мы вращаемся, с которым мы общаемся и за рамки которого почти никогда не выходим. Так с чего бы это вдруг Наполеону отвечать на призыв какой-нибудь Марьи Ивановны, бесцеремонно орущей его имя где-то на улице другого измерения? Конечно, незачем. Наполеон прекрасно проводит время в соответствующей его внутреннему миру посмертной реальности со своей Жозефиной, со своими друзьями, родными и любимыми. И как и при жизни чхать хотел на то, что кто-то там его зовет со своей кухни. А вот дух Васи с первого этажа вашего многоквартирного дома, умершего от цирроза печени, остающийся близко к земле, с удовольствием ответит на такой призыв, подтвердит, что он Наполеон, и с еще более огромным удовольствием будет нести соответствующего уровню развития вздор. Поэтому обычно такие, вызванные экспериментаторами Наполеоны, начисто забывают родной французский язык и не знают элементарных исторических фактов о себе. Критической ошибкой живущих является уверенность, что потусторонний мир – это нечто абсолютно отличное от нашего мира, и все действующие там законы совершенно иные. На самом же деле нет никаких разных миров. Все сущее, как плотные миры, так и тонкие, наша жизнь в материальных телах и в телах духовных, все это одно и то же, и все едино. Законы сущего везде одинаковы. Умерший человек не становится вдруг искушенным прорицателем будущего только потому, что прекратило существование его биологическое тело. Как не начинает он отвечать на призывы любого живущего, как и не испытывает он никакой жажды к общению с неизвестными ему людьми. Попробуйте выйти на улицу и попытайтесь заговорить с первым попавшимся вам встречным. Большинство людей просто пройдут мимо, еще и заподозрят в вас какого-нибудь криминального элемента или мошенника. И вместе с тем, наверняка вы тоже это замечали, всякие алкаши, бомжи и прочие маргинальные личности вступают в общение с большим энтузиазмом. Многие из них готовы поделиться с вами небылицами о встречах с Гагариным, пути до Берлина на танке, полученных ими от внедренных связных доказательств инсценировки полета американцев на Луну и других своих невероятных приключениях. Смерть сама по себе никак не меняет личности. Какими мы были в этом мире, такими мы уходим на тот свет. Такими мы и остаемся там, по крайней мере, первое время. Так и потусторонний мир не переворачивает вдруг все законы сущего. Спектр знаний расширяется, открывается новое, но оно всегда дополняет уже известное, а не переворачивает его с ног на голову. Поэтому все эти многочисленные Наполеоны, Цезари, Гитлеры, Сталины, Иисусы, Юры Шатуновы и прочие звезды шоу-бизнеса, ведущие ченнелинги по всему земному шару, не более чем духи обычных людей, прикидывающиеся теми, кого вызывают медиумы. Из-за скуки, на потеху, для убеждения в собственной важности и доказательстве себе, что они есть. Все как и в нашем плотном мире. Исходя из этого, еще раз обращаю ваше внимание. Раз и навсегда забудьте об этих стереотипных бреднях про спиритическое общение с духами известных и незнакомых вам лично людей, разнообразные гадания, колядки и прочие вульгарные и невежественные бытовые извращения истинных знаний. Это не работает и ничего не доказывает. Понимание этого – краеугольный момент осознания специфики успешного установления связи с тем светом, а значит и получения знаний о потустороннем мире в целом. Гораздо логичнее желать установить связь с представителями своего близкого круга, с родными и любимыми,
ушедшими на тот свет. И такая связь может быть установлена с гораздо большей вероятностью успеха, нежели вышеописанные. Просто потому, что вы и так уже связаны нитями искренней и взаимной любви. И эта связь никогда не прерывается, независимо от того, находитесь ли вы в одном мире или кто-то из вас уже покинул его. Но и в случае, если спиритический инструмент начал отвечать вам от лица вашего близкого человека, следует убедиться в том, что это именно он, а не кто-то другой. Бывает и так, что общение ведется не с духом, а с подсознанием одного из участников эксперимента. Необходимо исключить это и убедиться в том, что на связи именно дух и именно умершего близкого. Для этого в обязательном порядке при каждом установлении медиумической связи с каким-либо развоплощенным духом должна проводиться проверка личности сообщающегося. С указанной целью участник опыта просит его назвать себя и затем задает ему вопросы, ответы на которые может знать только он и сообщающийся, но не медиум. В идеале также задать несколько вопросов, ответы на которые может знать только сообщающийся, но никто из участников. В этом случае можно будет проверить эти ответы позже и в случае их верности железобетонно убедиться в том, что на том конце провода абсолютно точно находилась выжившая после смерти тело личность, а также таким образом лично получить доказательства жизни после смерти. Идем дальше. Несмотря на то, что интернет переполнен различными глупостями, постановками и стереотипными киношными представлениями об организации спиритического сеанса непременно ночью, в темной комнате, с обязательными черепами, свечами, пентаграммами, впадением в истерический транс и прочими фантазиями, на самом деле ничего из этого для успешного установления связи между мирами не требуется. Эксперимент вполне можно проводить при свете дня. Дневной свет разрушителен для фантомов и материализаций, или так называемых призраков умерших, но никак не влияет на возможность связи с той стороной посредством спиритического инструмента. Для успеха не требуются также и никакие черепа, свечи, круги из соли и прочие колдовские стереотипы, живущие в массовом сознании людей. Связь между мирами – это вполне научный процесс, не имеющий никакого отношения к магии, колдовству, ведовству, шабашам ведьм и прочим засевшим в культуре представлениям и заблуждениям. Это всего-навсего установление телепатической связи между сознаниями мертвых и живых при помощи носителя медиумизма и спиритического инструмента связи. Еще одной важнейшей составляющей проведения экспериментов со спиритическими инструментами является техника безопасности их применения. В умелых руках с наличием глубоких знаний они не представляют абсолютно никакой опасности. Наоборот, несут с собой доказательства жизни после смерти и пользу, которую невозможно переоценить. Бездумное же их использование может привести к множеству проблем. Начиная с простого сбития с толка и ошибочному приходу к отрицанию жизни после смерти, вплоть до одержимости разными духами и появлению симптомов шизофрении. Но это не потому, что сам инструмент не работает, служит злу или представляет собой невероятную опасность. Любой инструмент сам по себе нейтрален. Результат его применения определяет только применяющий. Спички в детских руках ведут к пожарам, но в руках тех, кто правильно с ними обращается, это инструмент получения тепла, света и вкусной пищи. Не исключением являются и любые другие инструменты, включая спиритические. Изучайте соответствующую литературу, учитесь, получайте знания, подходите к любому вопросу комплексно и системно, и вам будут сопутствовать исключительно успех, польза и безопасность. Не забывайте также и о том, что рынок паранормальных услуг переполнен разного рода мошенниками, обманщиками и аферистами, называющими себя ведьмами, гадалками, колдунами и медиумами.
Выбирая легкий путь и обращаясь за помощью к таким посредникам, вы рискуете потерять деньги и вместо успешной связи с умершим близким и порожденных ею истинных знаний получить набор глупых заблуждений и лжи, которыми вас заботливо снабдят эти шарлатаны. Во всех подробностях о работе с экстрасенсами и прочими представителями потустороннего рынка я рассказал в отдельном видео нашего канала, которое называется «Как проверить экстрасенса или медиума на обман». Подведем итог. Если вы вознамерились установить спиритическую связь с мертвыми и лично получить доказательства продолжения жизни после жизни, ничего не бойтесь и смело приступайте к реализации этого желания. Приобретайте или изготавливайте самостоятельно инструмент таковой связи, подключайте к процессу носителя медиумизма и начинайте попытки установления связи с тем светом. Если вы все сделаете по науке, то и легко и просто добьетесь успеха. Однако важно помнить, что, во-первых, смерть никак не меняет личность умершего, его привычки, ментальные установки, а также его круг близких и родных душ, с которыми он желает общаться. Никаких реальных ченнелингов с такими духами, как Пушкин, Есенин, Сталин и Шон Коннери не существует. Такие звезды после смерти их биологических тел продолжают жить привычным образом и ведут общение со своим близким кругом. Надеяться на то, что они вступят в общение с незнакомым человеком только потому, что умерли, наивно и глупо. Связывайтесь именно со своими усопшими родными и любимыми и повышайте таким образом вероятность на успешную реализацию задуманного. Во-вторых, при проведении экспериментов по установлению связи между мирами живых и мертвых и получению доказательств реальности жизни после жизни при помощи спиритических инструментов необходимо заблаговременно получить исчерпывающие знания и действовать в соответствии с разработанными исследователями алгоритмами таковых экспериментов и техникой безопасности, которые можно найти на этом канале, в наших книгах и предложенной нами качественной научной литературе по теме жизни после смерти. Разумный, трезвый и сбалансированный подход, вооруженный знаниями, всегда гарантирует успех опытов и экспериментов, защиту от возможных сбоев и нештатных ситуаций и в целом прекрасную жизнь, отсутствие неприятностей или как минимум уверенную победу над ними, если все же по независящим от вас причинам они случились. Ну и самое главное, в конечном итоге вовсе не обязательно связываться с отшедшими родными или делать это каким-то конкретным способом, чтобы получить личные доказательства жизни после смерти и существования потустороннего мира. Во-первых, все уже доказано другими людьми. И эти многократно подтвержденные множеством исследователей из разных времен и уголков планеты знания оставлены для нас в тысячах книг, исследований и отчетов об экспериментах. Этого вполне достаточно для обретения уверенности в жизни после смерти, как достаточно вам, например, и написанного кем-то учебника математики, чтобы научиться умножать, вместо того, чтобы переоткрывать и доказывать таблицу умножения заново. Во-вторых, каждый человек уникален, как уникальна и его история. То, что подходит одному, не подходит другому, и наоборот. Кому-то всегда требуется получать личные доказательства, а кто-то опирается на уже полученные. Кто-то оказывается засыпан посланиями с того света с головой, а кто-то получает всего одно за десятилетия. Кто-то встречается с родными во снах, кто-то при помощи медиума, кто-то через ИТК, а у кого-то не работает ни один из способов связи. И это нормально. Так все устроено, и так оно работает на всех уровнях мироздания, во всех его сферах. Как бы там ни было, и каков бы ни был результат ваших личных экспериментов, помните, что в любом случае и при любых раскладах наши усопшие родные и близкие живы, любят нас и ждут нашего воссоединения, которое приближается с каждой земной секундой, обязательно состоится
и все на него непременно успеют. На сегодня это все, дорогие друзья. Жду вас здесь же, на нашем канале, на следующей лекции послезавтра, из которой мы узнаем, что нынче понимается под идеализацией умерших, зачем обществу так нужно, чтобы мы во что бы то ни стало перестали их идеализировать, что такое эта так называемая идеализация на самом деле, и почему она не только не противопоказана, но и даже желательна. До скорой встречи. Всего вам самого лучшего, прекрасного и замечательного.